Я вас всех приветствую. В этом видео я расскажу, как можно применять термоусадочные свойства 1,5-литровой бутылки в домашних условиях. В этом видео я покажу, как сделать штатив для телефона, как можно сделать самый простой совок и как можно применить термоусадочные свойства 1,5-литровой бутылки для производства солнечного коллектора. Но обо всем по порядку. Как сделать штатив или держатель для мобильного телефона? Сразу хочу сказать, телефон лучше не использовать, он у вас просто сломается от перегрева феном и от сжатия. То есть сжатие будет достаточно очень сильное. Можете использовать обыкновенный дубликат. Звук фена я буду приглушать. Берем образец, вставляем 1,5-литровую бутылку и используем метод нагревания строительным феном. Как вы видите, мы получили штатив или держатель для мобильного телефона. Как я говорил, лучше телефон не использовать, лучше использовать дубликат. Можно взять обыкновенную крышку и использовать нашу конструкцию как держатель для мобильного телефона или как обыкновенный штатив для съемки видео или фото. Очень удобно и очень практично. Следующее видео, посвященное термоусадочным свойствам, это обыкновенный совок. Я для наглядности использовал трубу от вентиляции и 5-литровую бутылку. Преимущество этого совка в том, что дно у него прозрачное, мы все видим, что у нас находится в совке. Если мы здесь проделаем отверстие, можно очень хорошо просеивать песок или прочие материалы. В хозяйстве может кому-нибудь сгодиться. Сейчас я покажу, как я его сделал. Берем обыкновенную трубу. Как я говорил, для наглядности я буду использовать трубу от вентиляции. Можно использовать канализационные трубы. Можно использовать обыкновенные банки. В зависимости от того, какой совок вам нужен. Берем 5-литровую бутылку, в моем случае, и делаем прорезь для ручки. То есть ручка нам понадобится деревянная. Берем ручку и надеваем на нашу трубу. Берем фен и обжимаем трубу. Получили обыкновенный совок. Для жесткости можно добавить еще одно кольцо на крайнюю часть ручки. Получили обыкновенный совок. Как я говорил выше, если в нем проделать отверстие, можно очень хорошо просеивать песок. Следующее применение термоусадочных свойств можно использовать для производства бытового солнечного коллектора. То есть берется обыкновенная труба, в моем случае металлопластиковая, надеваются банки, в моем случае из-под напитков. Можно также использовать банки из-под консервов и прочих консервированных продуктов. Термоусадочные свойства здесь применяются для скрепления банок. Здесь все очень просто. Надеваем и нагреваем.
вы видите, термоусадочные свойства в этом случае применяются для скрепления банок. Все очень просто. В своем видео я дал общие идеи, как можно применять термоусадочные свойства 1,5-литровых бутылок, уже получается 5-литровых бутылок в домашних условиях. Снимая банку 5-литровую с совка, обнаружил еще одну конструкцию, то есть еще одну идею, как можно использовать 5-литровую бутылку в домашних условиях. То есть обжимаем ее на любом предмете и получаем форму. Достаточно очень жесткая. И новой конфигурации. Всех благодарю за внимание.